Так, всем привет! Сегодня посмотрим коробку с моделью, которая называется Ту-95, советский стратегический бомбардировщик в 144 масштабе от российского производителя «Звезда». Артикул 70, так не видно, 7015. Так, что можно сказать по традиции, по прототипу с самого начала? Ту-95 это единственный состоящий в мире на вооружении турбовинтовой бомбардировщик, очень старая заслуженная машина, член ядерной триады Советского Союза, сейчас Российской Федерации, то есть носитель, дальний стратегический бомбардировщик, носитель крылатых ракет и бомб, в том числе с ядерными боезарядами. Очень старая заслуженная машина, ее, по-моему, год разработки даже 52-й, то есть это по сути уже 70 с чем-то лет. Она до сих пор стоит на вооружении, в принципе служит и выполняет достаточно важные функции. Что совсем коротенько хочется сказать, потому что, наверное, кто интересуется, может отдельно почитать. То есть разрабатывался бомбардировщик в ответ на в 50-е годы, собственно, пик холодной войны, ну, как сказать, пик, в общем, высокая фаза холодной войны. Соответственно, у американцев уже было ядерное оружие, были средства его доставки, большие бомбардировщики. У Советского Союза в какой-то момент оказалось, что таких машин не было, соответственно, срочно пришлось придумывать. Вот сделали... Специально разработали турбовинтовые двигатели, 4 компоновку, и решили, собственно, вопрос с доставкой бомб. И, как оказалось, в принципе, концепция оказалась такая удачная, что вот уже 70 лет, в принципе, не то чтобы был какой-то смысл от этих машин отказываться, потому что, собственно, они сейчас в современном своем виде несут крылатые ракеты, в том числе ядерными боеголовками, то, соответственно, данные машины могут пролетать огромное расстояние над океаном, над сушей и так далее, и буквально выпускать свои крылатые ракеты по каким-то, в том числе ядерные, по целям противника, собственно, не исходя в зону действия ПВО, поэтому эти самолеты, в принципе, даже сейчас считаются актуальными, ну, аналогами американских в каком-то смысле, там, Б-52 и так далее. Правда, Б-52 и все остальные это все реактивное, а вот Ту-95 это турбовинтовой. То есть, как бы у него двигатели реактивные с принципом раскрутки турбины, но крутящий момент, то есть не за счет просто реактивной тяги, да, а за счет передачи крутящего момента на собственно, винты, хотя некоторый реактивный выхлоп сзади движков все равно сохраняется. Ну, в общем, кстати, этот самолет держит много рекордов. Это, в частности, самый быстрый, по-моему, в мире турбовинтовой самолет. Это единственный в мире бомбардировщик, стоящий на вооружении турбовинтовой. И он еще, по-моему, ставил рекорды по дальности полета. У него есть опция дозаправки и так далее. В общем, машин было выпущено за все время около 212, по-моему, штук, различное большое количество модификаций, то есть их разные использовали, в том числе и самолеты радиолокационной разведки, и переоборудовали их в самолеты противолодочной борьбы с другим уже названием, Ту-142, по-моему, ну и так далее. Соответственно, что интересно, да, переходить, собственно, к самой модели. Вот такая вот модель, собственно, написана у нас Ту-95, советский стратегический бомбардировщик. Значит, если изучать историю конкретной этой модели, это перепак Revell, фирма Revell, немецко-американская. Исходная модель фирмы Revell, машина Ту-95, была разработана в 1992 году. Звезда впервые стала делать свои перепаки в 2012 или 2013, точно не помню. Ну и, соответственно, вот один из поздних перепаков же этой модели, по-моему, Звезда его даже как-то как отдельный специальный выпуск, по-моему, анонсировала старой модели. Это вот не так давно, 20-е годы, по-моему. И хочу сразу сказать, что вроде бы, насколько я помню, в каталоге 23-го года Звезда анонсировала вроде как новую модель Ту-95, насколько я понимаю, будет тоже 144 масштаб, но уже я так понял, ну, по крайней мере, вроде есть такое ощущение, что новой своей разработки, ну, хотя до конца это не ясно, пока никакой информации, кроме, собственно, в каталоге анонса, по новой модели не было, так что пока вот единственный Ту-95 такой. И сразу дальше совмещаем с историей одновременно с моделью, так как модель ревеловская и так далее. Немножко надо сказать, что меня заинтересовало, да, и что показалось немножко, может быть, странным, непонятным. В общем, в классификации натовской Ту-95 они проходили как Ту-95БР, Медведь. Различные модификации выпускались в Советском Союзе, они различными буквенными индексами после Ту-95 именовались. Натовские классификации тоже различалась, то есть различные модификации они там означали дополнительными буквами, например, БРФ, БРД, БРГ, то есть так как самолеты различные
выполняли, в принципе, задачи, различные функции. И, соответственно, например, на ревеловской исходной модели машина называется Туполев 95BRD, то есть машина с индексом D. И на, собственно, звездовской ипостаси, по крайней мере, этой коробки, никаких индексов нету, да, на самом деле. И натовского названия нет. Частенько, да, звезда пишет второе внизу английское название, но я подозреваю, что на этой коробке нет второго английского названия, так как, скорее всего, так как это перепак 20 год, вот видно, производства, это перепак чужой ревеловской модели. Я так подозреваю, что, скорее всего, эта модель, несмотря на то, что я не вижу об этом указаний на коробке, скорее всего, не предназначена для иностранного рынка, так как, собственно, там есть Revol. Но, видимо, возможно, так и есть. Ну, соответственно, о чем я, собственно, хочу сказать. BRD в натовской классификации, исходная ревеловская модель, это вовсе не исходная модель бомбардировщика, ну или какая-то из производных. Моделью BRD натовские военные классифицировали советскую модификацию самолета Ту-95РЦ. То есть это была такая модификация, переоборудованная самолеты Ту-95 под нужды военно-морского флота Советского Союза. Это, по сути, были самолеты дальней морской разведки и целеуказания для флота. То есть, соответственно, на них, я насколько понимаю, большая часть вооружения была, скажем, возможности для подвесов, снаряжения различных ракет-бомб убрана и заменена на различное радиолокационное разведывательное оборудование. В частности, мне кажется, это можно, вот насколько я понимаю, вот здесь изначально был грузовой, в том числе бомбовый отсек. Вот в частности видно, что вот такая вот у нас тут появляется довольно обширная гондола, которой, по-моему, нет на исходных моделях Ту-95, и как раз тут, в частности, большое количество радиолокационного оборудования находилось. И насколько я понял из истории, может, конечно, могу ошибаться, Ту-95РЦ, эти самые флотские разведчики целеуказатели, они, по-моему, вооружение вообще не несли бомбового ракетного. Ну, может быть, какое-то могли нести, но вроде как они как-то в основном занимались не этим. То есть эти самолеты в основном занимались контролем, разведкой больших океанских пространств, то есть они вылетали на огромное расстояние с баз базирования, разыскивали авианосные группировки американцев, там другие какие-то флотские группировки, соответственно, и тем самым давали советскому командованию, флотскому представление о том, что, собственно, происходит у противника с флотом. Но это было очень важно, так что, собственно, основной вероятный противник США, ну, в том числе другие страны НАТО, собственно, у них основная ударная сила в холодную войну, это как раз были вот флотские соединения, в частности, американские авианосные группировки. Вот в частности, что еще говорит за ту версию, что это не обычный Ту-95, а Ту-95РЦ, то есть флотская разведка, это в частности вот даже Боксарт. Собственно, тут самолет нарисован, что он облетает явно какой-то натовский авианосец. То есть с этим как раз именно по Ту-95РЦ связано большое количество историй, когда, в том числе инцидентов, когда именно эти самолеты приближались на близкое расстояние к американским авианосным группировкам для разведывательных целей, там, и, собственно, обозначая свое присутствие, даже были во время учений инциденты, даже в том числе некоторые из них заканчивались катастрофами самолетов, которые пытались их сопровождать, перехватывать и так далее. Что, опять же, вот как бы некоторые вот эти намеки говорят о том, что, конечно, звезда написала, что это советский стратегический бомбардировщик, потому что бомбардировщик, конечно, звучит громче, внушительнее и прикольнее, чем просто какой-то там самолет-разведчик условно, да, но по факту я подозреваю, что на самом деле это именно то, что изначально делал Revol, то есть Ту-95РЦ, он же Ту-95БРД, то есть это советский на базе Ту-95 самолет дальней морской разведки и целеуказания для флота. Ну, то есть, наверное, скорее всего, я думаю так. Но это гипотеза, потому что точной информации у меня, собственно, об этом нет. Значит, что, собственно, еще можно сказать? На коробке, кроме этого, у нас видно, что да, обладает лицензией на выпуск использования торговой марки Туполев звезда, соответственно, вот гордо об этом пишет, несмотря на то, что модель револовская, но шилдик, собственно, наш родной. Значит, на боговиках снова упаковка звезды стандартно, тут у нас краски Тamiya звезда, декаль отснята, ну, характеристики модели, 77 деталей очень мало, это довольно простая модель.
в плане сборки, но зато размеры довольно-таки внушительные, 35,4 см длина. На других боковиках, другие, собственно, авиационные модели 144 масштаб. Звезда вроде как славится, кстати, по всему миру 144 масштаб. Я просто небольшой самолетный моделист, поэтому не то чтобы сильно шарю в этой теме. Вот в частности Суперджет выпускает Ил-76, по-моему, довольно новая модель Ил-76. Ну, как сказать, самолет радиолокационной разведки и так далее на базе Ил-76 и так далее. Много всего такого у них там еще есть и по пассажирской, и по фронтовой военной авиации. Ладно, давайте тогда нырять в коробку. Так, пломбы я, по-моему, уже с нее срезал. Так, что же у нас в коробке? Стандартная двойная коробка звезды, верхняя загрузка. Так, в коробке у нас пакет. Один всего лишь пакет, собственно, с пластиком. Сюда же, я смотрю, вложен и прозрачный пластик. Это все ревеловский, собственно, пластик, можно сказать. Сложена инструкция. И, собственно, листочек с декалями. Не очень большой. Вот так вот. Так. Что у нас в инструкции, значит, по стандарту? Очень маленькая историческая справка, которая буквально говорит, что это бомбардировщик, он там рекорды беспосадочного перелета устанавливал и так далее. Кстати, еще забавного можно сказать, что исходно бомбардировщики, хотя этот самолет, я так подозреваю, самолет разведки, они помимо ракетного, бомбового вооружения, у них еще пушечное вооружение. У первых моделей было несколько пушечных установок. У более поздних моделей, если не ошибаюсь, осталась кормовая основная пушечная установка. Вот здесь она находится, не очень заметно. Вот две автоматические пушки вот здесь располагались. Тоже, казалось бы, да, пережиток, например, на реактивных самолетах, по-моему, такой практически не увидишь. Так. Да, вот мы видим пиктограммы. Кстати, видно сразу уже по пиктограммам, что они не совсем звездовские, то есть, скорее всего, это частично переформатированная ревеловская инструкция изначально, поэтому она немножко не выглядит звездой, да. Значит, раскладка литников. Видим табличку мелкую такую с красками. Кстати, по-моему, если не ошибаюсь, опять по традиции у звезды на коробке 8 красок, тут явно больше, чем 8, но зато все правильно, Тамия и звезда. Значит, видно, литников совсем немного. Ну и, собственно, сборка. Сборка начинается сразу же. Видно, что тут, в принципе, деталей почти 80 штук. По логике это все довольно быстро собирается, если, конечно, не считать этапов какого-то сложности со шпаклеванием, стыковкой и так далее. Начинается все с винтов, насколько я... собственно, это переформатированная ревеловская инструкция. Винты у нас подвижность сохраняют свою, вот об этом есть указание. Потом все это у нас крылья собираются, гондолы, мотогондолы, куда, собственно, устанавливаются эти самые винты. Вот видно, что у нас тут есть вроде даже какая-то детализация движков внутри или что-то такое. Вот эта часть, да. В общем, да, они сохраняют подвижность. Нижняя вот центроплан вот этот получается, крепится крылья к нему. Потом, значит, это у нас крайние движки. Это, я так понимаю, по внутренние движки. Тоже сохраняют подвижность, тоже у них свои гондолы из двух половин. Значит, что еще? Устанавливаются все эти движки у нас на, собственно, центроплан, если я не ошибаюсь. Я в авиационных терминах не силен. Нарисовано, что куда приклеивать по-ревеловски. Да, у меня, кстати, до этого на обзоре всего одна модель Ревела была оригинального. Это бронетранспортер, машина бронированная Динго. Соответственно, можно считать вот вторая ревеловская модель. Кстати, звезда, по-моему, очень редко Ревел перепаковывает. Я даже, честно говоря, не помню других перепаков Ревела у звезды. Но, наверное, в авиационной теме там, возможно, что-то есть. Показаны тут какие-то мелочевки, как что вклеить еще по движкам. И вот мы переходим, собственно, кабине. Кабина у нас, я так уже успел заметить, это полностью прозрачный литник, соответственно, вот эта часть. То есть нам придется красить, именно маскировать то, что должно остаться прозрачным. Остальную всю часть прозрачного пластика нам надо будет плотненько так закрашивать, чтобы у нас, собственно, не было видно, что это прозрачка. Такое тоже веселье, да, это маски. Тут переплет, не сказать, что очень простой, мелкий. И так далее. Какая-то мелочевка внутрь устанавливается. Что у нас? Я даже не совсем понимаю, что это такое у нас такое тут ставится. Что-то интересное, да. Это, кстати... это шасси, что? Нет, подожди.
Шасси или это не шасси? Непонятно. Не, вроде не шасси. Хотя... Ну, не совсем понятно, кстати, что это за детали. Ладно, разберемся по ходу сборки. Значит, опять показаны еще разные проекции. Тут видно, что предлагают нам 30 граммов грузика положить в нос самолета, чтобы у нас на хвост он не садился. Проблема, кстати, не только для модели актуальной, но и для реальных самолетов. Делаем хвостовик, хвост, соответственно, вот появляется кабина стрелка вот этого кормового с пушками автоматическими. Вот здесь же она вклеивается у нас тут. Что-то, видимо, уже предлагают буквами, вот обозначается, что это подкрасить непосредственно сразу нам предлагают. Угу. Ну, соответственно, вот на этом этапе уже стыкуются верх и низ корпуса, вот так они располовинены именно продольно. И, соответственно, что дальше? Опять у нас хвостовое, что-то сразу предлагают красить, что-то, видимо, это какая-то у нас прозрачка, что ли, или что это такое, не совсем понятно. Какие-то еще детали по кабине кормового стрелка, еще хвостовое оперение. Еще, кстати, да, вот я вижу, что, насколько я понимаю, несмотря на то, что я сказал, что с более поздних моделей пушечное вооружение убирать уже начали, но, насколько я понимаю, вот у нас еще в верхней части фюзеляжа еще одна автоматическая пушка оставлена. Вот здесь, вроде как это она. И дальше у нас начинается шасси. Вот да, кстати, ну получается, видимо, на этих конкретно моделях, которые изображал нам Revell, пушечного вооружения было еще много. Это в более поздних моделях, я так понимаю, его стали убирать. Потому что вот у нас и в носовой части по низу идет... нет, это не носовая часть, подождите, что это такое-то? Не совсем понимаю. Да, они два раза одну и ту же пушку показывают. Нет, все, я понял. Это нижняя часть, ближе к хвосту пушка, вот у нас присутствует сдвоенная автоматическая, и верхняя часть. То есть пушек было на определенном этапе довольно много на этих самолетах. Собственно, для обороны этого всего хозяйства от посягательств противника. Да, продолжается шасси. Сзади дополнительно вот такое. Но это шасси же вроде, да, это похоже на шасси. Еще какой-то детали. Ну, явных вариаций вот именно в явном виде, чтобы нам рассказывали на полетный и аэродромный вариант, у нас нет. Единственное, что видно, что есть створки отдельными деталями по шасси. Наверное, теоретически в инструкции непонятно, но, наверное, теоретически можно спрятать шасси куда-то внутрь, закрыть эти створки, но я, честно, не поручусь, так как производитель об этом в инструкции нам конкретно ничего не указал. То есть, по факту, производитель нам сообщает, что собираемый вариант исключительно аэродромный, с разложенным шасси. Ну вот, собственно, заднее шасси у нас под крыльями. Вот видим, что... Кстати, да, предлагает Revell, что забавно, даже колеса по вот этим шасси не вклеивать намертво. То есть подвижность шасси у нас сохраняется. Конечно же, очень важная для такого типа моделей шутка. Значит, ну вот шасси у нас приклеивается, соответственно, что-то где-то тут у нас еще какая-то мелкая деталь, какой-то там датчик, антенна, не знаю, на нос ставится. Вот еще прозрачка деталь. Тоже на нос идет, не знаю, там либо штурманский какой-то отсек, либо что-то такое наблюдательный момент. И это по факту у нас 21 шаг, но деталей на каждом шаге буквально там пара-тройка, поэтому к 21 шагу все заканчивается. Мы переворачиваем это все дело и видим схемы окраски, конечно же, черно-белые. Никаких вкладок с цветной окраской в эту модель звезда нам не стала делать, не стала класть. И видим, что, собственно, тут у нас есть привязки на два вида, я так понимаю, окраски. На 72 год советская морская авиация, что логично, это как раз, в принципе, наверное, те самые Ту-95РЦ морские вот эти разведчики есть. И советская морская авиация, опять же, Тихоокеанский флот, авиабаза Хароль, 68 год, чуть раньше. Вот, соответственно, вот в этих вариантах, да, звезда нам достаточно честно пишет, что это советская морская авиация, но при этом она нигде нам не указала, что, скорее всего, это не просто Ту-95, а именно Ту-95РЦ, то есть, скорее, самолеты вовсе не бомбардировщики, а именно самолеты разведки или целеуказания. Ну, да ладно, по крайней мере, мы видим, что прототипы у нас вроде как подходят под то, что мы, наверное, теоретически собираем. Ну вот.
Да, собственно, вот эта вот штуковина, радиолокация, декальки, цвета обозначены. Ну, собственно, все буквами исключительно, так по-ревеловски, вот этими латинскими буквами. Кстати, очень похоже на Динго. То есть видно, что эта инструкция, собственно, просто без изменений взята с ревеловских цветов и переиначена под звездовско-томиевские краски. Соответственно, ну, цветов довольно много, конечно, то, что инструкция не цветная, это плохо, надо ориентироваться вот исключительно вот на эти вот такие вот, ну, такую вот схему, легенду цветов, пытаться вот это серое как-то соотнести с вот этими вот квадратиками, где у нас показано, что у нас, какая где заливка, какой где цвет. Ну, сложновато, конечно, чем на цветной, но, в принципе, ладно, разобраться можно. Вот это все мелкими цифрами у нас обозначены декали, лист декалей. Вот он у меня здесь лежит, в принципе, можно второй раз не смотреть. Он сам по себе небольшой, но мелких декалек довольно много. То есть очень меленькой технички, в принципе, довольно много. Придется переносить аккуратненько на самолет. И что? И, собственно, на этом инструкция заканчивается. Да, и можно смотреть пластик. Пластик у нас, да, не по-звездовски, а скорее по-ревеловски спокойно. Такой пакет на липучке, который, я так понимаю, можно раскрывать, не разрывая даже. Что, в принципе, наверное, плюс скорее. Все в одном пакете, значит. Кое-что, я смотрю, уже то ли отломалось, то ли изначально подразумевалось отдельно. Да, вот у нас сам эта липучка, которую я похвалил, тут же слиплась с деталями. Забавно. Так. Что же у нас тут в этой куче литников? Значит, будем смотреть, видимо, поочередно. Так, вот это отвалившееся, ну это явно детали, какие-то элероны, лонжероны, не помню точно, как это все называется в авиатехнике, собственно, что-то отвалилось, то есть какие-то детали с крыльев, по-моему. Ну, видно, что расшивка, да, внутренняя, наверное, не очень глубокая по меркам авиамоделистов, тут я уж прям точно сказать не могу. Литье, по крайней мере, по меркам деталям выглядит, ну, вполне вроде бы неплохим для модели 92 года изначального выпуска. Смотрим, что еще. Значит, собственно, вот у нас детали центроплана, нижняя часть, я так понимаю. А это детали хвостового оперения. Вот видно, что частично эти гондолы двигателя, они отлиты частично с ацела, с, собственно, нижней частью вот этой крыла. Частично они потом наклеиваются. Отверстие под шасси. Тут тоже расшивка такая же, типа внутренняя, как бы. Ну, тут совсем она, кстати, выглядит лысенько, если честно. Уж не знаю, еле прощупывается, наверное, как оно потом будет в реальности. На хвостовом оперении тут видно, что да, вот эти все вот детали, собственно, рулежки, управления самолетов, элементов, они из ацела отлиты с хвостовым оперением, то есть их не получится показать как-то в каком-то варианте отличном, скажем так, от прямолинейного движения вперед исключительно. Ну да ладно. Ну тут вроде как расшивка выглядит чуть-чуть более глубокой, но в принципе такая же. Вот так вот это все собирается, толкатели все логично спрятаны внутрь, ну вроде как. И тут же у нас детали винтов, на 2 винта практически, в принципе, вот так вот они крупно отлиты. Тоже по винтам ничего плохого сказать не могу. Сразу скажу, что копийность оценивать я, в принципе, не могу. Я не то чтобы большой знаток авиационного моделизма и конкретно этих прототипов небольшой знаток. Модель покупалась так, как, в принципе, достаточно, ну, такая уникальная машина, скажем, и для российском рынке, ну, может быть, не уникальная модель, конечно, не знаю, есть ли там аналоги, но в исполнении звезды так точно, вроде ничего пока такого своего у них еще нет. Значит, еще, два куска, скажем так, литников, какие-то они покусанные, откусанные, вот так у нас, собственно, крыло верхнее, я так понимаю, и нижняя часть. Ну, то есть, видимо, вот так, да, это у нас идет. Соответственно, нет, наверное, там я сказал, ну да, это, наверное, все-таки верхнее, да, вот так вот оно должно быть расположиться у нас, то есть, видимо, если приложить к предыдущему литнику, то как-то, наверное, вот так вот должно это собраться у нас, да. Соответственно, так, откусанными литниками оперировать не очень удобно, значит, или это, нет, наверное, все-таки это нижняя часть, да, наверное, вот так все-таки должно быть.
Да, ладно, не суть важно по факту. Опять же, видим частично гондолу двигателя, да, вот это все располовинено, они отлиты прям зацело с крыльями, соответственно, детали движков внутри, но это то, что должно бы в каком-то смысле, наверное, турбину, турбовинтовые движки же у нас. Подвижность винтов у нас там сохраняется. Я надеюсь, конечно, эта подвижность не будет в итоге заканчиваться тем, что если винты будут с каким-то огромным люфтом болтаться. Но если уж такое случится, то придется, конечно, заклеить, потому что, конечно, ну, подвижности есть. Ну, сказать, смысла большого на самом деле в подвижности винтов, конечно, нет. Это уже абсолютно, конечно, бред полный для стендовых моделей. Ну, да ладно. Традиция, скорее, оставлять их подвижными в моделях. Вот, собственно, детали вторые половины этих гондол. Собственно, вот у нас тоже это все располовинено. Такая же по качеству, по виду расшивка, в принципе. Пластик такой гладкий, полированный, то есть не выглядит шершавым, как на некоторых авиационных модельках звезды. В принципе, все вот достаточно стандартно, то есть, ну, детализация, конечно, не то чтобы очень крутая, и, как я уже сказал, по копийности намеренно ничего не говорю, так как, в принципе, вот кроме того, что звезда написала, что у нас бомбардировщик, а по факту вроде как это самолет-разведчик, ничего больше по копийности сказать не могу. Еще детали винтов, вот такая вот отдельная рамка, ну, лопастей, собственно, да, всего 4, они там из нескольких, собственно, таких сборок состоят. Тоже как бы, ну, отлитые, вроде бы как-то выглядят. И буквально последний же у нас, собственно, литничек. Тут у нас, собственно, большие половины корпуса. Они, соответственно, верхняя и нижняя, вот так вот они у Револа, у звезды располовинены. Еще детали хвостового оперения частично тут с внутренними какими-то элементами, если не ошибаюсь, отсека для кормового стрелка или что-то такое. Также у нас здесь присутствуют колеса для шасси, то есть они, кстати, очень, довольно круто, что они отлиты в одну деталь все. И эти, собственно, мелкие и большие, соответственно, тут никакого вот у нас... Рисунок, кстати, протектор, да, что удивительно, есть. Казалось бы, такой старой модели. И в одну деталь рисунок протектора, даже какие-то защиты, чтобы это все не обломалось. Тут Ревел у нас в свое время изобразил. Детали пушечного вооружения вот такого вот у нас присутствуют. Огроменные стойки шасси вот такие вот. Еще какой-то детали, что-то там по корпусу вклеивается. Ну, расшивка вот эта вот огромная вот эта вот штуковина, где радиолокационное оборудование находилось. Забыл, как ее там уж назвать, гондола или отсек. То есть раньше здесь изначально у исходных моделей здесь был грузовой или бомбовый отсек. Соответственно, его заменили вот на установку вот такой штуковины, скажем так. Ну и как бы вот по расшивке все абсолютно то же самое, как бы все как на предыдущих литниках. Вот так вот оно все выглядит. И после всего у нас остается отдельный литник с прозрачными, собственно, деталями. Так, он у нас как-то интересно тоже заклеен, не совсем понятно. Да, тут явно технологии заклеивания явно не совсем звездовские, это скорее именно Revell. Даже не знаю, собственно, где отливалась данная модель. У Revell или у звезды. Наверное, если бы все-таки она отливалась у звезды, то, я так понимаю, скорее всего, все было упаковано бы по-звездовски. А тут, скорее всего, наверное, звезда уже отлитый пластик покупала, а не пресс-формы. Вот, да, из интересного, собственно, да, вот эта часть прозрачная, соответственно, по факту она останется прозрачным только вот этот вот переплет небольшой. Ну, кстати, довольно мутно как-то выглядит, но, в принципе, в таком масштабе, наверное, не суть важно. Вот это все будет покрашено. Вот такое решение у Revell, они почему-то решили всю переднюю часть, собственно, сделать в прозрачке. Насколько легко потом это будет покрасить, я не знаю, соответственно. Ну и какие-то еще остекления там штурманского этого носового отсека, ну, условно, как я его называю, остекление отделения, собственно, кормового стрелка. Ну и, собственно, последний литник, который у нас по данной модели есть, всего такая вот модель, которая прежде всего, наверное, интересна уникальностью и интересностью своего прототипа.